Отдыхаем. Приехали в Вологду. Жрать охота. Жрать охота. Мороз трескучий. Мороза уже нету почти. А нам еще ехать и ехать. Метров так 400 сквозь. Пообедаем, будет все. Мы уже можно никуда не ехать. Ждем, когда тучи свалит. Доброе утро! Это наше первое утро, так что пора вылазить из берлоги, приводить себя в божеский вид, ибо впереди Великий Устюг. Красота, нет слов даже. Едем вдоль реки Мизени, потрясающие красоты вокруг, берега высокие, леса бескрайние, просто потрясающие виды. Изредка попадаются деревеньки,
с такими огромными срубами, огромными домами, с маленькими окошечками, северные виды. Во многих живут люди, ездят на снегоходах, видимо, охотятся, рыбачат. Вот нам еще немного осталось доехать до Чучепалы или Чучепалы. И оттуда должна начаться вереница деревень старинных, красивых. Она широкая, значит, на нее надо еще ширше. Чем ширше, тем лучше. Широкую на широкую, ебаные волки. А поехали за штурмой, вон штурмой сзади. Давай завтра, когда там, 5:30. Да, пора снимать парк. Спокойной ночи. Я боюсь, не боюсь. Это все по наследству.
от отца. Раньше шло так и было. От отца к сыну передавал это. Это все как сказки. Было отца 3 сына, да? 2 умных, авиаторы у нас, а 3 дурак, сзади за отцом, вот я тут с 3 лет. У отца была своя мастерская, столярная. И вот я как однажды стал, все, а туда я за ним сзади тут. А мне рубанок даст какой-нибудь там, доски сторгаю ему тут. Где-нибудь с гвоздями, доску найду с гвоздями сторгаю, потом начинает у меня этот самый рубанок посажу, надо точить. Точила, кручу ему, значит, все, раньше все вручную было. Ну вот, 5 лет я уже табуретку сделал, первую табуреточку в жизни своей тут. 5 годам тут. Бабушке продал за 5 копеек эту табуретку, успел. И сразу в магазин. С магазина прихожу, а бабушка уже мою табуретку, уже печку уже направляет. Но продать успел. А карбаса начал шить, когда пошел в море сам вот тут. Отец 12 лет в море ходил тоже на карбасе тут. У матери спрашиваю: мама, папа, ты что, меня море с собой не брал тут? Я рвался, меня нет, не пойдет и все тут. Я говорю: почему? А, потонет докодин. Море штука, всякое бывает море тут. Потонет докодин тут, вот. Меня не отпускало с ним море тут. Я вот я как раз вот 36 лет пошел в море, первый раз тут. Вот шил, сам карбас шил, правда, вместе с отцом тут, первый карбас тут. Все, пошел в море тут. Это вы себе наливайте это самое. И здесь есть 3 доски лежа, и потом так вот там на улице. И парочка стоит тут. То снимали мне, ладошки дали мне тут самое. Это я тут шучу, сам уже снимаю. Песню запел, говорю, он еще и поет потом. Смотрите, стали, то сам он еще и поет. Целый бронетранспортер. Ну, тихонько, ребятки, здесь скользко, потому что капает, когда тает. Можем прямой коровать на пёзу. Я попер. Держите это, держите это. Так, вот варенье. Видите? Так. Так. Угу. Штучку. Здесь вообще очень удобное место во всех отношениях. У нас вон наши предки, старики, да, насколько я знаю, в один момент было аж 18 карбасов, судов. Туда ходили под парусами, ходили туда, да еще моторов не было. У нас здесь буквально 12 километров вниз по реке, и вода уже подхватывает в Лампужне. Вода подходит.
И все, с водой хоть куда там в море уйди. И также и потом с добычей приходят. Раз с водой до лампочки, а тут уже, пожалуйста, и бичевой, и всякими видами. Все равно. И на рыбалку, в основном на камбалы ходили. И на зверя, до зверобойку. Зверя только так промышляли. Жир, да, в основном? Да, топили, здесь же и топили жир. Да, здесь жизнь-то кипела вообще в те годы. Жили люди неплохо. А вот потом все на нет пошло. Сейчас уж так это. Мы одни старики доживаем. Собственно, ничего, не производство, ничего. Вот только разве туризм. Так чем туристов удивишь-то? Ну, ничем не удивишь тут чего. Ну, старина, да, ну, охнули один раз и все. И у нас вот здесь на севере, ну, от чего можно было жить, собственно. Единственное предприятие, которое приносило, два, вернее, бюджет, который реальные деньги, это лесозавод в Каменке, поселок Каменка. Да. Ну там говорили, иностранные суда там заходили, вот, да? Там до сих пор еще бывают, а не то, что они хоть чуть-чуть топили, так все равно приходят. Именно, а был такой порт, суда вечно в очередь стояли на погрузку. Господи, лесу-то плавили здесь. Ну вот и работали, они пилили, а там заготовляли лес в Лешуконском районе. И плавили. Все лето плоты плавали. Река-то труженица была, господи. И вот, и потом пилят. И вот, и еще был рыбокомбинат в Мезении. Большой, огромный. Ясное дело, море рядом. Вот и кормило. В первую очередь их уничтожили. Этот рыбокомбинат уничтожили. Какие-то квоты придумали. Все распродавать стали. Не нужен стал. Почему? Рыбу всю в Норвегию повезли. И вот этот бедный лесозавод с леспромхозом рассорились, видите ли. Ладно, мы больше вас не будем ваш лес брать, сами будем рубить. Вот, идиотизм полный. И все, сейчас полный крах везде. Обидно, досадно. И впереди что-то не видно, чтобы впереди что-то какое-то было просвет. А как вот сейчас школьный процесс устроен? То есть вы одна учительница в школе? Да. Вот, и как это сначала там младшие, вот по классам, они же разных возрастов, наверное. Вот как это сделано? Сразу все вместе. И сразу по очереди с каждым вы занимаетесь. Раньше, да. Сначала с одним те самостоятельно работают, потом у этих проверяешь, тем самостоятельно даешь. Иногда сидят и слушают другой класс и подсказывают. Вот. Так что дети. Ну, есть какая-то и сложность в этом, что надо все-таки уметь как бы сосредоточиться на своей работе и не обращать на других внимания. Есть сложности. Но зато опять иногда и повторяют, например, 4 класс. У меня вот сидит девочка, сейчас 2 класс иностранный язык изучаем. Она кое-что забыла, так она вспоминает. Приходится повторять. Ну а программа вот, то есть стандартная, она не как-то не подгоняется под такие условия, там ничего. Нет. То есть, 3 человека у меня, 2 второклассника, 2 девочки 2 класс и 1 4 класс. Раньше, конечно, интереснее было, детей много было, и праздники можно было проводить, и так интересно было. И самим детям интересно, когда он один в классе, его спрашиваешь, сама же спрашиваю, сама же и отвечаю, если слабо ребенок занимается. Вот. Понятно. А подрастающие есть, которые придут? Есть, да, у нас дошкольников 7, по-моему, да. Таких маленьких. Ну так вот, все будут приходить в класс-то 1-2. Так вот, немного. Посматривайте, там вот у нас так подписано, что где можно почитать еще. Вот, все это в каждом хозяйстве у нас было, в каждом доме. Сам мужчина делал, хозяин, либо опять кому-нибудь делал. Одна лошадь осталась, и то для туристов держим, а так уже нет хозяйства.
А это кисельница. То есть варили густой кисель, его сюда выливали, и он застывал. А потом на блюдо переворачивали, выпруживали, и получался желе, ну, в виде желе, и с рисунком, с узором. Ели такое, конечно, ложками кисель. Тоже интересно довольно-таки. Потом ткацкий станок мерили. Вообще вот у нас ткацкие станки, они такие массивные, они сборно-разборные, они вот сделаны все на таких вот чопиках, деревянных палочках. Достаточно вот много мы все-таки их нашли, восстановили, научились, ездили, тоже учились ткать и вот осваиваем. Как бы вот у меня женщины уже этим и зарабатывают. Раньше лен ростили еще здесь. А в набилке находится бердо с тростинками. И ниточки здесь проходят через каждую щелку, тоже в определенном порядке. Нити основу нужно туго натянуть. У нас вот это притужальники, то есть мы их потом, когда натянули, и привязали. Тут вот у нас вот там вот такие вот интересные кобылки, на которых ходят нитчинки. Вот. У нас образуется зев. И в этот зев мы протягиваем тряпочку. У нас вот такие современные иглы. Раньше не было. Раньше были челноки. А сейчас иголочки. А нам удобнее вот такой иглой протягивать тряпочку в этот зев. Вот. Прибиваем. Прибиваем. Переступаем, чтобы был на черной нитке. Ниточки перекрещиваются, и тряпка, она не выскакивает. Не выскакивает, да. Она плотно прибилась, и в обратную сторону идем. И вот. И вот так ногами по очереди ходим, зев открывается, ниточки меняются, и тряпка закрепляется. Вот тряпочка закрепилась. Здесь кончики подправляем. И, как обычно, прибиваем. Нехитра наука. Раньше девочек 6 лет садили за ткацкий станок, так как готовили себе приданное, то есть нужно очень много было полотна наткать, и на полотенце, и на одежду. Поэтому учились очень рано.
Молодцы, молодцы. Знаешь, я люблю таких людей, которые, блядь, едут куда-то все. Моя мечта до Нарьян-Мара. На снегоходе. Если надо, можем прокатиться вместе. Обговорим это дело и поедем, да? Можно попробовать. Вот я это хочу попробовать. Страшно. Не то, что, знаешь, не в том, что краша, а о том, знаешь, что, то, что для души это все, понимаешь? Кто чем живет. Да? Один живет этим, другой живет другим. Вот например, до Нищи никто не ездил. А я нахуй поехал, все нормально. Я прокатился, я 3 раза приезжал. Мне нравится. Вот такая мне нравится жизнь. Еду из Долгощелья, ехал до Неси, сейчас еду обратно домой. Это мне в Долгощелье еще почти 100 километров надо еще проехать. Ничего, нормально. Ребята, вы в тундре. Приезжайте к нам в гости. Мы здесь поселимся, здесь так хорошо. Солнце, простор. Море-то вот оно рядом. Белое, прохладное. Никакой тебе жары. Вот он, простор русский.
в масле. Мясо пропахнет. Это да. Кушаем. Сейчас. Мы еще не это. Надо пилить, недосушка. Потому что жир надо убрать. Там другие есть. Чьи были? Вот она. Вот пакет. Дай! Возьмите под мясо. А те 36. Ну, это 38. 38 на женщину с тоненькой ножкой. В один, да? Да, конечно, все.